Всем доброй ночи. Перед вами статуя страстная Лилит. И говорить мы с вами будем о ревности. И ритуал касаемо ревности тоже будет мною подарен людям, которым портит жизнь их ревность, подозрительность. Есть различные источники объяснений причины возникновения ревности. Психологи говорят, что это от неуверенности в себе. Есть детские травмы, есть воспоминания, есть неудачный брак, есть такой слабый характер, есть, наоборот, очень сильный характер и сильная подозрительность. Одним словом, у каждого своя причина для ревности, однако от этого не легче. Ревность может испортить отношения, испоганить. Иногда люди разводятся совершенно на ровном месте, потому что не могут справиться с этим чувством. Им кажется, что их обманывают, им кажется, что изменяют. Иногда беспочвенно кажется. Иногда их ревность доходит до такой болезненности, что партнер действительно уже стремится изменить, обмануть, чтобы оправдать ваши подозрения. Есть такой момент, когда человеку достает просто это все. И он просто думает, все равно меня обзывают, все равно мне не верят. Я действительно так и сделаю. Дорогие друзья, бывают моменты, когда, например, беспочвенная ревность мужчины может ужасно обидеть женщину, потому что есть мужчины просто болезненно ревнивые. Когда она идет за хлебом, и они, значит, следом могут пойти, или могут позвонить, сказать, ну, с кем ты там. Есть уже до болезненности, до маниакальной шизофрении ревнивцы, которые могут избивать дома из-за того, что там приснилось, что их жена с кем-то была. Или им показалось, что она с окна кому-то махнула рукой. То есть доходит до убийства, до смертоубийства и прочее, прочее. Это очень страшная вещь, чтобы вы знали. Я хочу подарить своим зрителям один очень полезный ритуал, как закрыть ревность. Свою ревность или ревность мужа к вам. Если вы читаете на свою ревность для себя, то, естественно, называйте себя. Если вы читаете для вашего мужчины, да, чтобы он перестал вас ревновать, можете ему об этом и не говорить. Нужна будет его вещь, ну, например, майка, рубашка, его фотография, и над всем этим читать. Но кроме всего прочего, вам нужно будет следующее сделать. Вам нужна будет черная ткань, ну, кусок ткани. Нужна будет баночка, бутылочка. Ну, сейчас продают от сока. Можете там, закрывается сверху прям. Можете выпить или вылить сок и провести в этой банке. Вам будет нужно взять соль. Какое-то количество соли, скажем, там ложка соли. Значит, сейчас, секунду, чтобы не забыть. Соль, перец, гвоздь 1 и 9 булавок. Бутылка или баночка маленькая. Значит, берете, наливайте туда воды. Чуть больше половины. И начинаете читать. Читая, выливайте туда, сыпите туда то, что я вам сейчас подскажу. Читать нужно 1 раз, запечатать, закрыть эту банку, завернуть в эту черную ткань, черной нитью замотать, а потом нужно будет это зарыть где-нибудь или в лесу, или в огороде, ну там, где никто не найдет и не откопает.
зарыть, сказать определенные слова, положить 13 монет, сказать «откупаюсь» и уйти. Итак, налили воды, поставили эту баночку или бутылочку. Если вы читаете от ревности мужа к вам, я уже сказала, его рубашка, его майка, бутылку сверху, его фотографии, и читать. Ревность, подозрения, тяжелые мысли, кошмарные страхи, мороки и черные сны. Все собираю, доставлю запрет вам. Всех собираю, всех закрываю. Берете соль, сыпьте туда и говорите: соленые слезы ревности, закрываю вас. Сыпите туда перец. Горькие мысли и душевная боль, закрываю вас. Киньте туда булавки, все 9 штук. Открытые. Острая, страшная мысль, колючая ревность, горькая боль, слезы и сомнения, черные подозрения. Всех вас собрала и закрыла, навеки забыла. Ревность черная, над тобой запрет, на 1000 лет. Более меня не мучай. Закрываю, запечатываю, кидайте туда гвоздь и говорите: и гвоздь забиваю. Да будет так. Закройте крышку. Прям плотно закройте. Замотайте в черную ткань. Сверху черной нитью обмотайте, чтобы она не открылась. И отнесите где-нибудь выкопайте. Значит, закопайте, извиняюсь. Закрыть в землю и говорить: Мать-Земля, остуди боль и ревность, храни в себе, не отпускай. Да будет так. Освободилась. Положите 13 монет и говорите: откупилась. Уйдите, не глядя. Желательно в таком месте это оставить, чтобы быть уверенным, что там с собаками никто не гуляет, да, и так далее, что это наружу не будет поднято. Потому что если будет поднято, придется это повторить. И ревность как вашу, так и вашего партнера как рукой снимет. Это проверено не раз. Тем более, что земля вообще остужает любое чувство, не только ревность. Всем удачи!